ждете, значит? Да вот, тебя ждем. Зачем ты вам понадобилось? Хлеба нет, сала нет. Аль, возьми Катьку. Может, яиц нести некому? Зря ты так, тетка. Мы к тебе по-хорошему, а ты ругаться. Да я себе ругалась, ноги бы вашей здесь не было. Галя, возьми Катьку. Росла девочка, дылда, огромная девица, ну, в смысле, ростом очень большая. И когда я однажды бабушке своей высказала свою заветную такую мечту, я говорю: бабушка, я так хочу артисткой быть. Бабушка с сожалением посмотрела на меня и сказала: Милка, ну, звали меня так тогда Милка, Милка, а где ж тебе мужика-то найдут? Ну, ты посмотри, какого ты роста-то. С кем ты играть на сцене-то будешь. Вот. И так что я эту свою детскую, очень-очень затаенную мечту оставила глубоко-глубоко в себе и стала искать себя. Вот. Поскольку кормить меня особенно некому было, то я уже заканчивала в школе рабочей молодежи. С 16 лет я уже работала. Первая моя работа была почтальон. Я ходила с такой огромной этой сумкой, разносила газеты и письма, все это. Ну вот, закончила школу. И дальше у меня, меня тянуло куда-то, не знаю, вот как-то на океан, в моря, куда-нибудь в глубину. Не знала, кем быть. Меня раздирало просто. Я кем-то хотела быть, но кем я не знала. Вот. И, значит, вот случилась, опять же, такая неожиданная совершенно, как это, свыше, что ли, свыше, сверху, как это обычно посылается нам что-то. Вот. Я захотела стать переводчиком, и работала я в этот момент на Неглинной улице, ну, опять же, тоже рядом здесь, на Неглинной. И вот однажды, уже собираясь быть переводчиком с французского, занималась всерьез французским, и однажды увидела объявление. Вот я говорю, вот бес вот попутал меня. Увидела объявление: прием на вечернее отделение. Вечернее. А поскольку меня некому было кормить, ну, семья была очень такая бедная, вот, то, значит, я подумала, думаю, ну, я же, наверное, смогу совмещать. Вот, пришла, как очень любила рассказывать стихи, рассказала там какие-то стихи, и меня сразу взяли на дневное. И как я никак, я говорю, я не могу, меня кормить будет некому. Он говорит, ничего, прокормим. И поступивши на этот первый курс вот этого Щепкинского училища, вдруг все сошлось. Вот в этом огромном теле, в этой женщине, девушке, все сошлось. Я поняла, что я могу быть и педагогом, и врачом, и геологом, и не знаю, где я еще. Вы понимаете, это профессия, которая вмещает в себя все. Понимаете, только нужно по возможности расширять пределы этого внутреннего мира своего. И тогда все, весь мир у твоих ног. Сначала в моей жизни возник Элем Климов. У Элема я снималась в «Распутине». Это была такая уникальная, удивительная совершенно работа, над которой он работал чуть ли не десятилетия, поскольку, ну, нельзя, это было такое время, ну, нельзя было что-то так всерьез рассказывать о Распутине и что там такое было вообще в это время. И картину бесконечно переснимали, чего-то подрезали, чего-то переозвучивали. Я была женой Распутина. Вот. Это была очень небольшая, это такая роль небольшая, но для меня очень важная, конечно. И, во-первых, то, что это был Элем Климов. Это была, ну, как бы наш золотой фонд, наша золотая молодежь. Они все были молодые и такие красивые. И такие дерзкие. И вот судьба мне опять подарила встречу с ними. Она в моих мозгах тоже что-то повернула, потому что Элем дальше меня, как подарок, он меня передал Ларисе. Когда Лариса начала снимать «Восхождение». И когда, значит, она там, был у нее этот, ну, расклад, там актрис же, вы сами понимаете, десятки, вот. А он сказал, даже не думай, бери Полякову. Лариса без всякого, так сказать, без проб, опять же, без всяких сомнений, она взяла меня на «Восхождение». Что дальше? Вот в чем загвоздка-то.
А я откуда знаю, что у вас дальше? Она настолько верила в меня, она говорила, что как бы я могу абсолютно все. В том смысле, вот играть я могу абсолютно все. У меня только что у самой родился ребенок. Как вы понимаете, что какая это была для меня тема? А потом ее сын, он на год старше моего Ванечки. Вот. И даже, помню, мы даже делились, просто она, например, мне передавала какие-то всякие костюмчики. Вот. То есть вот такая, очень, очень были теплые, теплые, человеческие, и какие угодно, и творческие, и женские, какие угодно. Поэтому для меня она вот та святая моя икона, которую я часто вспоминаю и думаю, если бы не эта встреча в моей жизни, то я даже не знаю, как бы дальше пошла моя жизнь, в какие бы руки я попала, кто бы, что бы меня так... Ведь это же очень, очень важно, кто тебе встретился на пути. И вот от того, что мне встретились именно эти люди, вот, то, в общем, за это я должна благодарить судьбу. И каждый день благодарить. Я ее считаю гением. В ней какой-то... Она крупная же была. Это почему мы с ней сошлись-то? Все это. Она крупная была. Я молчала всегда только, в основном всегда, конечно, говорила она. Вот. Крупная, красивая. С такой, можно сказать, настоящей мужской хваткой. Она гениальный режиссер. Вы понимаете, я эту картину «Восхождение» могу пересматривать в любой момент, и я не понимаю, как она это все сделала. Это же фантастика, вы понимаете? Ничего подобного. Вот спустя уже сколько времени, 30 с лишним лет, чуть ли не 40, ничего подобного, вот чтобы о войне, и чтобы так вот тебя захватило. Вы понимаете, все образы, все. Что вы думаете, мы были не такие уж очень развитые, но мы все понимали, про что мы снимаем и что мы снимаем. И она была нашим этим идеологом и вдохновителем, понимаете? Она изнутри доставала в себе это. Мы же понимали восхождение, какое восхождение мы снимаем, какую эту высоту духа, какую мы, так сказать, должны в себе воспитать. Как она подходила к каждому и поправляла, допустим, платочек этот. Мы же понимали, что это идут библейские какие-то, чтобы возникали какие-то библейские образы. Фантастическое ее угадывание всех, все образы, все. Маленькая девочка даже, Бася, которая была. Там одна ее фраза, которую я до сих пор, я ее помню, когда она говорит, а он у нас хор преподавал. Я там 2 песни запевала. «Звейте с кострами» и «Вечерний звон». И он тебя допрашивал? Почти вскоре у нас возникло это ощущение, что это все не просто так, что это Сотников, это не Сотников, а понятно кто. А что это Гостюхин, понятно, что он не рыбак, а понятно, кто он. Ну, я не беру, что я там Мария Магдалина, все это. Но, во всяком случае, все персонажи мы все понимали, про что. Толя Солоницын, уже ясно было, что Толя Солоницын великий актер. Все, были всякие Рублевы, все это было. Но я считаю, что его работа в «Восхождении», я считаю, даже выше. Потому что я никогда не забуду его вот эти глубоко посаженные глаза, в которых была такая трагедия, такая... Непонятно ведь, как он избрал себе именно эту судьбу. Он же пошел служить. Унести. А уж моего любимого Гостюхина это невозможно совершенно. Что он, ведь это же практически была его первая большая работа. Эти последние его кадры, когда он пытается вешаться в сортире, и потом, когда он выходит, и эти его глаза, а там закрываются вот эти ворота, и все. И жизнь
жизнь окончена, все. Она работала, она просто себя перекладывала в тебя. Вот каким-то образом, понимаете? Снимали не как сейчас цифровая вся техника, да? А раньше, например, снимали, вот эти самые огромные такие были бобины, потом ждали почти неделю, нет ли сориночки или там нет чего ли. Но если, значит, сориночки не было, то говорили, все, сцену сняли. Поэтому вот эту всю сцену казни мы снимали практически, наверное, неделю. И вот этот последний день, как раз вот сама, и вот я помню, даже Лариса сказала, пойдем. Мы пошли к ней в номер, и мы, как эти самые, мы разлили боевые 100 грамм. И мы, такое ощущение, как будто мы выдержали что-то нечеловеческое просто. Мы с ней, вот я говорю, это тоже вот этот эпизод, когда мы с ней боевые 100 грамм выпили. Паночки! Помилуйте! Паночки! У меня же дети маленькие! Паночки! Ну помилуйте глупую бабу! Паночки! Ну помилуйте! Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Изверги! Вот было полное ощущение, что мы это пережили. Вы понимаете, в чем гениальность Ларисы? Вот она какой-то сняла такой фильм, вот у меня так осталось ощущение, почему я никогда больше не снималась ни в аду, когда мне предлагали что-то такое, как говорится, из военной жизни, я говорила, нет, нет, не надо, не надо. Я о войне, все, что нужно было, я сказала. Приди в себя. Я дитя войны. Я родилась же перед войной, и нас, естественно, бабушку, маму и я, нас отправили в эвакуацию. Ну, как полагается, москвичей. Мы коренные москвичи, на самотеке родились. Вот. Отправили в эвакуацию. И отправили нас в эвакуацию, вы не поверите, куда? В Муром. Муром, там, где мы снимали «Восхождение». Мало того, что Муром, но еще и Дмитровская слобода. Мы просто жили вот на этом месте. Я, вот эта маленькая шмакодявка трехлетняя, мы жили там. Там же были госпиталя для выздоравливающих. И я ходила, там мамка типа санитарки что-то была, а я ходила с ней, и рассказывала тоже стихи всякие, стихи читала. Память у меня была феноменальная. Все, мне стоило один раз прочитать, вернее, рассказать мне, или я... И, в общем, я уже рассказывала эти стихи. Вот. И приходила всегда с полными карманами. Там печенье, кусочки шоколадки, потому что раненых все-таки подкармливали же. И вот я помню, значит, где вот казнь, а там внизу овраг, река. Это вот когда нас поставили с петлями вот на эти наши стулья, и я смотрю вниз, и я вижу эту реку, я вижу вот этот откос. У меня губы шепчут, и я что-то такое, типа, этого же не может быть, Потому что до этого я Ларисе рассказываю историю. Когда моя мамка, она ходила менять там на картошку, на муку, какие-то вещи, там что-то такое. И когда она обратно возвращалась, она, вот это, потому что откосный такой этот овраг, ну, откос такой был, вот, она, значит, присела чуть-чуть передохнуть.
и от голода, от усталости, наверное, и задремала. И ее уже просто запорошило снегом, и на нее случайно наткнулись. Потому что иначе она бы там уже, она бы умерла, мамка, а я бы, поскольку, ну, и отца не было уже, и я бы осталась бы вообще сиротой уже там тогда. И вот представляете, я рассказываю эту историю, а у меня уже вот родился, Ванечка родился. Вот, и вот Лариса как раз меня провожая на эту сцену, она говорит, вот ты представь себе, вот у тебя маленький Ванечка, все это, вот тебе нужно туда. Короче говоря, мы же еще не обладали такой психотехникой, чтобы это... То есть мы набрали как бы из себя какие-то свои какие-то переживания, свои какие-то чувства. Деточки мои! Деточки мои, Hunde! Prima! Деточки! Деточки! Стась! Заткни будь свое человек! крыло! Скажи им, чтобы отпустили! Schrei doch mal ein bisschen. Стась! Schrei doch На кого mal же я und детей-то bleiben. оставлю? Отпусти ее. Женщина ни при чем. Я уже сейчас ставшая сама, ну, взрослой будем считать, взрослой актрисой, уже имеющей опыт, я же почти 50 лет уже, я, так сказать, имею опыт актерский. И вот вы знаете, я только сейчас начала понимать, что главное в твоей игре, вот когда ты на площадке или съемочной, или на сцене, или главное партнер. И вот это, вот насколько ты сможешь с партнером взаимодействовать, вот из этого вырастает твой образ, и вырастаешь ты. А молодые актеры, они все время думают, что вот как я сейчас сыграю, а вот у меня сейчас слеза потечет, а вот надо, чтобы слеза потекла у тебя, у партнера твоего. Она чувствовала природу, и она как бы тебя на эти кнопочки давила. Она давила. Я не знаю, как она разговаривала с Гостюхиным. Она, наверное, она чувствовала его, и на какие-то его, наверное, кнопочки, клавиши давила. Мне она, вот, понимаете, у меня была с ней такая именно какая-то человеческая, материнская, бабская какая-то такая вот все это. Вот это наша же... Ну ведь что такое мой образ был в этом? Он же, в общем-то, незамысловатый и небольшой такой, но все равно это единственное по-настоящему, кроме Баси, этой маленькой девочки, это единственная женская роль, это все-таки очень ответственно было. И то, что она каким-то образом меня все толкала к этой Марии Магдалине, я чувствовала и понимала, про что мы снимаем. И я, не знаю, я доверяла ей. Она отдавала себя целиком. Такое вот все это, когда нас в каждого, так вот она, этот дух, она пыталась туда его, как говорится, втолкнуть просто. Она отдавала себя целиком. Я просто видела какое-то, не знаю, просто что-то громоздкое, мужеподобное в этом огромном тулупе, в этих огромных валенках. Это же надо было все это пространство объять. Потом снег начал таять. Откуда-то нужно было снег свозить, потому что начинали это снимать, когда много снега. Вот, все это вообще режиссерская, конечно, работа фантастическая. И премьера в Доме кино. Сейчас, как помню, темно-синий, бархатный, брючный, тогда же вообще еще никто почти не ходил в брючный костюм, тонкие пальцы, какие-то кольца, эти прически, этот дух французских духов, это все, это была фантастически красивая женщина. И не верила, что только сейчас она могла вот это снять. Вот это противостояние. Если бы не ее вот это нелепая, внезапная, чудовищная, конечно, это ее гибель. Меня как раз отпустили, там я должна была в театре играть спектакли, меня отпустили, и вот мне в театр пришла эта новость, что она погибла. Погибли там все 6 человек. Вот ужас. Нелепая совершенно. Они поехали выбирать натуру, ну какую-то там следующую натуру.
И вот она погибла, Ларочка. Это великий фильм. Я считаю, что его нужно, я не знаю. И, к сожалению, вы видите, показывают сколько угодно, что угодно, но его показывают очень редко и очень в позднее время. Не хотят расстраивать. Не хотят расстраивать. Так немножко что-то постреляли, бу-бу-бу, ту-ту-ту, ту-ту-ту. А здесь вот ведь про что было. Про душу, про сердце, про твое отношение. Вот когда враг пришел, вот твое отношение к этому делу, вот что ведь важно. А не то, что, ну, техника, да, ну, соберем этих танков, самолетов и все это. Это все тоже нужно, важно и все это. Но здесь же именно про человеческий подвиг, про человеческое восхождение, мое восхождение на эту Голгофу. Вы понимаете, что важно? То я считаю, что это вершина просто этой нашей вот этой военной такой темы. Вершина именно осмысления человеческого духа. Вы понимаете?